всем привет! С вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам подробнее о рабочих часах, о продолжительности рабочего времени по законодательству Объединенных Арабских Эмиратов. Рабочее время регламентировано законом о труде, который был введен в действие со 2 февраля 2022 года, друзья. Он распространяется на всех без исключения, вне зависимости, это работники фри-зоны, либо это работники непосредственно любой другой компании в Эмиратах, за исключением Дубайского международного финансового центра и Абу-Даби Global Market. Это фри-зоны, которые имеют собственное законодательство трудовое, и данные положения, они не относятся к работникам этих компаний. Итак, друзья, согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени составляет 48 часов в неделю и 8 часов в течение дня. Уполномоченный орган может в некоторых секторах экономики изменить продолжительность по согласованию со сторонами, и это также регламентировано пунктом 2 статьи 17 Закона о труде. Продолжительность времени, которая затрачивается работником на передвижение до места работы, не включается в рабочее время. Если работник по договоренности с работодателем, друзья, работает удаленно, то они могут для себя установить отдельный порядок, продолжительность рабочего времени. Также статьей 18 Закона о труде, друзья, предусмотрена именно непрерывность рабочего времени, которая не может превышать 5 часов последовательно, то есть никто не может быть привлечен к работе более 5 часов подряд без перерыва. Для работников, которые работают на определенных секторах производственных, возможно, это сезонные работы, какие-то полевые работы, друзья, для них предусматривается отдельная продолжительность времени, которая регламентируется соответствующим образом уже отдельными положениями работодателя и работника, но в целом оно предусматривает именно гуманное отношение к работникам с тем, чтобы у них было адекватное время отдыха и труда. Статьей 19 Закона о труде, друзья, предусматривается именно регламентирование положения по сверхурочным работам. Сверхурочные работы предусматривают возможность привлечения работника, друзья, на продолжительность где-то около 2 часов, как указано в законе. При этом очень интересное положение, в этой же статье указано, что в целом продолжительность сверхурочных работ не может превышать 144 часа за каждые 3 недели. Если условия труда требуют, чтобы работник все-таки был привлечен на сверхурочные работы, друзья, то в этом случае, конечно, ему предусмотрена более повышенная оплата труда. В этом случае рассчитывается из 25% выше базового оклада. То есть в данном случае важно отметить не менее 20% от базового оклада труда, то есть можно будет и больше, как договорятся работодатель и работник. Если условия труда требуют того, чтобы работник был привлечен на работу с 22 часов до 4 утра, то в этом случае базовая зарплата исчисляется с превышением на 50% для такой продолжительности времени и смены рабочей. Кстати, важно отметить, что закон предусматривает, что именно по сменным работникам, которые работают посменно, данные выплаты, вознаграждения, они не предусмотрены. Если обстоятельства требуют того, чтобы работник выходил на работу в выходные дни, то по закону предусмотрено, что ему работодатель обязан предоставить другой день отдыха взамен выходного дня, либо базовая зарплата увеличивается на 50% от общей оплаты, то есть здесь уже повышенная ставка оплаты труда. Работник не может быть нанят более чем на 2 последовательных выходных дня. Мы сейчас говорим о праздничных, выходных днях, за исключением тех работников, которые вообще привлекаются именно на основании ежедневной оплаты. Друзья, это была информация по рабочему времени, по сверхурочной работе, по непрерывности привлечения работников. С вами была Айман Яскараева, юрист в Дубае. Если вам интересно более подробно ознакомиться с данным положением, вы можете у меня на телеграм-канале ознакомиться с трудовым законом на русском языке в рабочем порядке. Я перевела для вас это бесплатно. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, подписывайтесь на меня на YouTube-канале. Ставьте лайк этому видео, и если у вас появились вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Спасибо за внимание.